Приветствую вас на своем канале, друзья. Хочу вам показать эту красоту. Наконец-то, среди весны вдруг у меня начал цвести рождественник. Шлюмбергера, зигокактус, декабрист, так его зовут. Ребята, это что-то. Я его случайно приобрела маленьким кустиком много лет назад. И посмотрите, каких размеров достигло это растение. И, честно говоря, я ждала, как обычно, к Рождеству его цветения. Ну вот, уже разочаровавшись в этом сезоне, я подумала, что цветение в этом сезоне я не увижу. Но нет, он меня порадовал. Посмотрите, какая, ребята, красота. Это не гибрид, это обычный классический сорт. Уже даже отцветает. Ну, настрелял множество бутончиков на своих кончиках. И вот, смотрите, ребят, зарождение новых бутонов. Высажен у меня он в горшочек с обычным универсальным грунтом. Пересаживался много раз. Особого ухода не требует. Единственное, что я раз в году, как и в этот раз, подсыпаю осмокот. Видите, на поверхность. И потом с каждым поливом минеральные вещества впитываются в грунт и питают сам цветок. Это комплексное удобрение. В моем случае 8-9 месяцев. Насыпав, я забываю обо всем, только поливаю отстоянной, очищенной водой. Единственное, что мне не нравится в этом цветении, оно, конечно, массовое, но хотелось бы, чтобы оно длилось подольше, ребята. Хотелось бы, чтобы оно было одновременное. Расскажите, как у вас они цветут, эти зигокактусы. Но мой цветет не одновременно всеми бутонами, потому что вот смотрите, распустил какие-то уже вот только-только готовятся к распуску, только подрастают, а какие-то уже, вот как здесь, увядают. Мне даже не сильно нравится, я вот убираю их. Мне хочется, чтобы он был, знаете, вот так шапкой красивых цветов роз. Вот такой красавчик стоит у меня на нижнем ярусе березки, подставки для цветов. Расскажите в комментариях, какие у вас есть сорта. И достигают ли они вот такого размера, вот такого вот, ребята, объема. Этот цветок на подоконнике займет много места, поэтому у меня он стоит здесь, на нижнем уровне, и получает свет из окна, рассеянный свет. Слежу за его поливом, потому что как только вовремя не польешь, его побеги вянут. Это у нас новые росты этого года, этого сезона. Видите, растение уже многолетнее. Я его не обновляла. Он начал растить новые побеги из серединки горшка. Вот так, ребята. Особого ухода я над ним не произвожу. Иногда его от пыли обмываю. Но каждый год жду от него его роскошных цветущих гроздьев. Надеюсь, у вас тоже есть такое растение в ваших домашних садах. Ну вот посмотрите снизу, как это смотрится. Замечательно, да? Казалось бы, привычный для нас цветок, но он всегда любимый во всех наших квартирах и домах. Я, знаете, помню еще бабушкины рождественники, которые росли на окнах в больших банках из-под томатной пасты. И они
достигали огромных размеров, загораживая полностью весь свет из окна. Никто их особо не замечал, они там стояли пыльные. Несколько раз в год был уход за ними, ну их, конечно, поливали. И вот, когда они зацветали, все семейство любовалось на эту красоту. Ребят, сейчас, конечно, множество гибридов разных видов, но конкретно вот этот рождественник у меня не составляет труда зацвести. Шлюмбергера, так на нее говорят, такое у нее биологическое название. Насчет укоренения, это процесс вообще простой. Вижу, вот веточка свисает. Сначала я подумала, что она не жизнеспособная, но нет. Размножается он вот этими вызревшими уже отгоночками. Честно говоря, для меня не составляет труда его размножать. Просто часть стебля срезается, и не проращиваю я их, а просто в хороший подготовленный грунт, влажный, высаживаю, и очень быстро эта веточка дает корешки. Даже сейчас можно видеть на обратной стороне листа, видите, корешки. Растение ползучее, если бы оно росло в грунте, а не в горшке, оно бы быстренько этими корешками укоренилось. Так что смотрите, ничего проращивать не надо. Здесь все в корешках. На новых побегах такого нет. Просто это уже очень у меня давние побеги, многолетнее растение. Как я его пересаживаю, как часто пересаживаю, рассказываю вам, девочки и мальчики. Я его просто беру, когда он заполняет корнями весь горшок, я его аккуратно вынимаю, не разбирая корневой ком, и высаживаю. Высаживаю в новый горшок, досыпаю земли, присыпаю пустые пространства в горшке и вношу удобрения вместе во время пересадки. И все. Нахожу ему подходящее место. И вы знаете, мне кажется, чем больше я буду предлагать ему объем посадки, тем это растение будет объемистее расти и красивее цвести. Как пример покажу вам вот этот маленький кустик, который уже у меня не маленький. Он был у меня посажен так, нечаянно подсажен к ротону. И посмотрите, как он быстро укоренился и тоже здесь цветет в соседстве с кротоном. Вот такая вот парочка. В общем, здесь у меня, ребята, растет вот такой красавец. Думаю, вы разделите мой восторг от его цветения. Все, друзья мои, всем мирного неба, всем всего самого наилучшего. Надеюсь, что ваши шлюмбергеры, ваши зигокактусы, которые у вас произрастают, каждый год радуют вас своим волшебным цветением. Все, друзья мои, красивых вам цветов, цветущих, здоровых кустиков и ароматных цветочков. Кстати, шлюмбергера не ароматит. Я ни разу не ощущала ее аромата. Пока-пока, друзья.